Привет всем, меня зовут Елена, и вы на моем канале. У нас сегодня по плану такое интересное, на мой взгляд, видео. Увидела на просторах интернета, ну, то бишь в ТикТоке, такой лайфхак. Кстати, одна блогерша, по-моему, Елена, Ленка, привет, говорит не лайфхак, а лайфхак. Так вот, о чем я? Увидела лайфхак и тут же применила его в работе. И мне он очень-очень понравился. Я надеюсь, я смогу объяснить так же хорошо, как это сделала эта девушка. Видео в 1 минуте. Давайте приступим к просмотру. Так, пришла моя моделька. Девушка, которая с обалденной кутикулой, где дофига работы, и вечно я устаю до ее дизайна. В этот раз я предложила ей дизайн, но она отказалась. Надо будет с ней поговорить и обсудить, в чем проблема. У нее была проблема с ноской, но для меня это была прям проблемка большая-большая, и я не снимала это на видео, потому что, не могла понять, почему у нее не держится. Но теперь все хорошо, все прекрасненько, и подумала, как раз я хотела проверить тут лайфхак. И подумала, давайте я ее засниму и на ней этот лайфхак покажу. Не могу собирать хронику, потому что мне прям интересно быстрее вам показать. Может, я одна такая тупая, первый раз это увидела или вообще додумалась до этого. Снимаем материал. Обычно у нас клиенты говорят, типа убираем длину настолько, насколько отросло. Вот в этом-то самый прикол. Я всегда наношу, ну не всегда, частенько наношу полигель на кончики, для того, чтобы... Я сначала делаю опил, да, потом наношу вот этот полигель для того, чтобы выйти за кончик и, естественно, чуть приподнять ноготок. А вот в этом, сейчас покажу подробнее, просто гениальная идея. Я раньше частенько делала срез кутикулы бочоночком. И в один момент, когда меня одна наша любимая блогерша обосрала на весь интернет, я почему-то испугалась и перестала так делать. Но я все-таки люблю этот способ и считаю все-таки его эффективным. Срез кутикулы именно не режущим средством, а вот так вот фрезами. Я его обожаю. Ножнички я не люблю. Во-первых, это постоянно заточка, постоянно их покупать, постоянно думать, где купить. У нас они дорогие, заточка тоже очень дорогая. Потом они в сухожаре тупятся. Поэтому все-таки я решила вернуться к этому способу. И кидайте меня камнями сколько хотите. Мне этот способ очень нравится. У этой девушки очень много птеригий. Прям у нее там жалится. Прям у нее... Хотя вот если присмотреться, да, вот так вот у нее... Как она у меня раньше ходила и сейчас. У нее намного аккуратнее стала кутикула. Приходит он ко мне, слава тебе, Господи, не редко. И поэтому у меня получается держать ее в ручке практически в идеальном состоянии. Вот. Все как обычно. Убираю птеригий, там его много. Я беру тяжелую артиллерию, убираю птеригий синей насечкой. Уже говорила об этом, что они мне в последнее время очень нравятся. Вроде поначалу ты работаешь красной насечкой, потому что боишься, чего-то боишься. Хотя да, если кутикула такая сильно такая тоненькая, то лучше красная насечка. Но у меня в основном девочки с грубой кутикулой или без, поэтому вот. После всех процедур, которые там праймеры, там дегидраторы, я наношу базу. И прикол-то в том, что мы, когда это все опиливаем, не убираем длину. Именно не убираем настолько, насколько отросло. Эта длина нам пригодится. Когда полигель мы наносим, да, вот я наношу полигель из-за того, что гель именно уходит с кончика. В этом лайфхаке из-за того, что мы длину не урезали и наносим этот гель вот этим как моделирующим слоем, получается у нас длина то есть ширина при опиле, мы, считай, потом будем опиливать ноготок, делать его короче, и тем самым мы приоткроем толщину, которая мне так нужна, чтобы я выпилила ноготок из-под низу. Это просто гениально. Не надо сначала полигель, потом сверху гель. Сразу выкладываем гель.
не отрезая, не убирая длины, и потом, когда мы убираем, да, длину, которая нам не нужна, она, кстати, 200 раз спросила: Лена, когда будешь укорачивать? Лена, когда будешь укорачивать? И когда мы ее укорачиваем, открывается толщина. Блин, гениально. Я проверю на носкость, естественно. И вот, я убираю, получается, именно длину. И тем самым я открываю толщину. Да? Считаю, вот у нас на ноготочке это все тоненько. Но стоит слегка сделать опил, и открывается толщина. Потом внизу я выпиливаю свой ноготок, ну, в смысле ее. И получается просто идеально. Блин, просто, блин, космос. А естественно, когда я играюсь, я никому ничего не рассказываю, я просто что-то делаю. Но мне так понравился этот способ. Походу я нашла способ. Надо полигелем, потом гелем, потом ничего не надо. Надеюсь. Сначала я проверю, как он носкости. Но я считаю, это просто гениальный способ. Ну как же без очарований в нашей студии, да? Сначала, естественно, я делаю опил, так как выкладываю я обычно гелем, оно легче выкладывать. Там практически опила нету, но по-любому у меня получается почему-то вот эти всякие там затечки по бокам, боковым валикам, и я их, естественно, спиливаю. Тут я взяла гель-лак от фирмы Камильфо. Сейчас я его покажу. Я тут намазываю, я не замечаю, мы там разговариваем, я мажу, этот лак мажу, крашу. И я даже покажу номер цвета. Мне даже интересно, есть ли у вас такой цвет, и есть ли у вас такая же проблемка. И вот смотрите, я крашу дальше. Это там следующий ноготок. А уже первого по мизинцу, да фиг с ним затеком, пошли вот такие вот эти лунки. Я начала не это дальше, я же не замечаю, там крашу следующий палец, следующий. И потом смотрю, что нифига себе там, как интересненько, какая картинка получилась. Ну ладно, я там прошлась, еще раз замазала. Думаю, может, она где-то залезла, там, лицо вытерла. Там. Они же любят вот так вот посидеть, подождать. Но на второй руке была та же самая история. Такие же самые были вот эти вот образования, кругляшочки. На втором слое такого не было, но этот лак просто, он не плешивит. Он на свет, когда его клиентка понесла, говорит: ой, Лен, что он весь пятнами, он там вообще был пятнами. А мы как раз обсуждали еще дизайн, говорю, давай какой-то дизайн. Она говорит: Лен, не хочу никакой дизайн, не хочу блестяшки. Да. 5 секунд спейта позже у нас блестяшки на все 10 пальцев. Нанесли мы этот цвет, я сижу и думаю, так, что делать, Лен, как выбраться с этой ситуации. И вот она говорит: давай блестяшки. Мы выбрали красные блестяшки. Это светоотражающий лак от фирмы, не помню, я показала его вам, картинку. Это просто бомбические лаки, девчонки. Они не плешивят, ложатся однородно. Нет вот этих, там скомкано этих блесточек, там не скомкано. Просто обалденные лаки. Вот кто их не пробовал, прям советую. Ложатся в один слой, даже если без вот подложки, как в нашем случае. Просто шикарнейшие лаки. Просто, блин, советую. И вот таким макаром мы вышли из ситуации, убрали пятна из того лака, и все-таки девушка ушла. С блестюшками на 10 ногтях. Так что лаки эти прям советую, светоотражающие. У меня их, не знаю, по-моему, 5-4 штучки. Постараюсь оставить ссылочку на эти лаки. Они прям вот ложатся реально, даже без подложки, ложатся шикарно. На этом мне все. Надеюсь, вам было интересно. До скорых встреч. Пока.